Можно ли добиться успеха в покере, начав карьеру сегодня? Вечный вопрос, актуальный вот уже больше 10 лет. Ведь все знают, покеру осталось 3 года. Это вечная аксиома, которая, правда, пока так ни разу и не подтвердилась. С вами Академия покера. Сегодня мы расскажем о человеке, который не задавал лишних вопросов, а просто взял и взлетел на, казалось бы, уже занятый старожилами покерный Олимп. Артур Мартиросян – один из самых молодых хайроллеров, чей успех только подтверждает. Любовь к своему делу и усердная работа помогает прийти к результатам там, где многие сдались бы на полпути. Обязательно отметьте ролик лайком, нажмите подписку и колокольчик. Теперь вернемся на 27 лет назад и отправимся в Воронеж. Знакомство с покером именно в этом городе на берегу одноименной реки родился и провел большую часть жизни будущий хайроллер. В 2014 году юный Артур поступил на экономический факультет местного университета. Собственно, здесь студент и познакомился с самой популярной карточной игрой. Он стартовал в онлайн, зарегистрировавшись на PokerStars под ником MarArthur1. Как всем новичкам, ему пришлось пробираться через микролимиты. В какой-то момент его банкролл достиг внушительных $150. Но тут случилась неприятность. Аккаунт покеристов взломали и вывели все заработанные деньги. В расстроенных чувствах Мартиросян написал жалобу в службу поддержки. Сотрудники PokerStars в ответ попросили игрока подтвердить личность, прислав документы, что Артур и сделал. И здесь выяснился нюанс, который мог стоить перспективному покеристу намного больше, чем украденный банкролл. Дело в том, что Мартиросян зарегистрировался и начал активно играть, когда ему было всего 17 лет. А покерная индустрия, как известно, ограждает молодых людей от азартных соревнований до наступления их 18 лет. Впрочем, история закончилась хорошо. Несмотря на угрозу пожизненного бана, Артура простили, разрешив вернуться за столы после следующего дня рождения. Первое время Артур сталкивался со свойственными многим новичкам проблемами. Играть он любил больше, чем работать на теории. Отношение к покеру как хобби тормозило развитие молодого регуляра. В 2017 году он изменил свой подход, сосредоточившись на Spin and Go. 20-летний покерист пробовал себя на лимитах по 7, а затем и по $15. Но на спинах по 30 забуксовал. 2000 турниров в ноль заставили его задуматься о помощи в обучении. Обратившись в школу Spin and Go, он заключил контракт, который обязал его отыграть 15 тысяч турниров за $7. Обучение и внушительная практика очень скоро позволили Артуру успешно садиться за столы по $100 и начать планировать подъем на лимит по 500. Впрочем, для такого уровня ему все еще не хватало банкролла. Мартиросян решил, что нет ничего зазорного в том, что поработать с бэкером. Он обратился к небезызвестному в комьюнити темному лорду российского покера Феру Эллу. Тот разглядел потенциал молодого воронежца и согласился спонсировать его рост по лимитам. В это же время Артур начинает увлекаться МТТ и подключает их на постоянной основе. Вскоре растущий профессионал понимает, что в спинах ему больше расти некуда, и полностью переключается на многостоловые турниры. Первые серьезные успехи пришли к молодому покеристу в руме GG Poker. Под ником Always With Nuts он в 2019 году сумел оформить уникальное достижение. Он заработал больше $1 миллиона всего за 3 дня серии Blade, выиграв 3 одинаковых события с боином $25 тысяч. Именно этим результатом Мартиросян заявил о себе покерному сообществу и обрел статус хайроллера. Mikey, that's who. Mikey's the big winner. Mikey wins. Следующий заметный успех молодого россиянина случился на серии Poker Masters на Апати Покер в 2020 году. Там он 11 раз попадал в деньги, был постоянным участником финальных столов, но дожать до трофея не удалось ни один из них. Тем не менее, трижды став вторым, он заметно укрепил банкролл. Но что еще важнее, он обрел уверенность в своих силах и противостояние с топовыми покеристами современности. В частности, в хедзап он боролся с Алексом Фоксоном, Дэном Смитом и самим Линусом Лёлигером. Зато уже через неделю получилось отметиться на скуп весенней серии турниров, проходящих в PokerStars. Сначала он взял первое место в турнире с миллионной гарантией и входом за $10 300. В хедзап он разобрался с немецкой звездой покера Федором Хольцем и забрал призовые более $270 тысяч. Затем Мартиросян оказался сильнейшим в двухдневном событии с боином $5200. В первый день
день он завершил в статусе чип-лидера и долго удерживал его в сражении с оставшимися 17 участниками. Впрочем, в хедзап против неизвестного соперника под ником PM Mark он переходил с 5-кратным отставанием. Это не помешало россиянину быстро сравнить стейки, а в финальной раздаче устоял с карманными парами против флеш-дро оппонента. Итоговое первое место принесло Артуру еще $160 тысяч. Через год в аналогичной серии он отметился в главном событии с боином $5200. Тогда он охотно согласился разделить призовые в хедзап с белорусом Никитой Бодяковским. Оба получили по $265 тысяч. Кроме того, в 2020 году он выиграл общий зачет серии Super High Roller Bowl Online, что закрепило его в статусе одного из самых перспективных молодых покеристов. Yeah, baby! В живых турнирах Мартиросян часто участвовал еще в 2017 году. Долгое время такие выступления нельзя было назвать удачными, но в 2020 году он зацепился за несколько финальных столов на ВПТ Раша в Сочи. Затем здесь же в Сочи он поучаствовал в серии Million Super High Roller, где в турнире за $51 тысячу дошел до хедзапа с Никитой Бодяковским. После почти часового противостояния Мартиросян выставился на терне с трипсом шестерок. Опытный белорус решился на очевидный минусовый для себя кол с флеш-дро и гадшотом и доехал во флеш. За второе место Артур получил $495 тысяч. В 2021 году в рамках европейского покерного тура Мартиросян одержал первую победу на крупных живых турнирах. Удивительно, но счастливым городом снова стал Сочи. Путь к успеху в главном событии ЕПТ был сложным. Россиянин сделал целых 5 входов, а за финальный стол пришел всего с 20 большими блайндами. И все же, выбив несколько оппонентов, он смог выйти в хедзап с Владиславом Наумовым, а затем и забрать долгожданный трофей. Через пару месяцев после этого Артур оформил и первую семизначную сумму призовых. Это случилось на серии хай-роллеров на Северном Кипре. Переиграв в очной дуэли Дэвида Питерса, он забрал первое место и награду в размере $1 400 000. Then I try to give back my chips, come back and it's done. Впрочем, в 2023 году талантливый игрок улучшил это достижение. Долгое время ему не удавалось добраться до самого престижного покерного события мировой серии в Лас-Вегасе. Причиной были сложности получения визы. Интересно, что решил он эту проблему, получив армянское гражданство. Первый же блин вышел гладким и ровным. В турнире с боином $250 тысяч покерист занял второе место, принесшее фантастические $3 271 000 призовых. Такой дорогой турнир хай-роллеров проводился в рамках серии лишь третий раз, а регистрацию прошли рекордные 69 покеристов. Артур сделал 2 входа, со второй попытки раскрутившись до 5-го стейка. А за финальный стол садился уже с 3-м. Впрочем, поначалу игра явно не складывалась. Он трижды сфолдил в ответ на не самый адекватный блеф одного из самых неприятных покеристов современности Мартина Кабрхелла, что опустил его на 6-ю позицию. А затем выставился с дамами против Дэна Смита. Увидев у соперника карманных королей, Мартиросян готов был принять поражение. Поднялся из-за стола и надел свою сумку. Видимо, этот ритуал заставил покерных богов жалиться над россиянином, поскольку на терне дилер выложил даму, усилив руку до сета. Arthur makes 0 mistakes so far. The turn is a queen! Еще немного позже Артур сполна расквитался с Кабрхеллом, забрав у того больше половину стека сетом валетов против 2 пар. В хедзап Мартиросян вышел с Крисом Брюером. Увы, в финальной раздаче удача решила, что и без того слишком много дала в тот день россиянинам. В выставлении туза короля против туза и семерки Артур уже на флопе словил короля и имел 98% на победу в раздаче. Но терн и ривер эпично закрыли бэкдорный стрит по семерке, отдав заветный браслет американцу. Впрочем, с учетом молодого возраста и амбиций Мартиросяна, не приходится сомневаться, что его самые большие достижения еще впереди. Интересные факты о покеристе. В последнее время Мартиросян активно осваивает кэш, особое внимание уделяет шорт-деку. Причина в небольшом количестве дорогих игр в МТТ вне крупных серий. Кэш призван дать дополнительный экшен, в том числе во время крупных событий. Короткая колода же интересна
интересно, поскольку привлекает большее количество азиатских любителей. Мартиросян – один из самых успешных игроков в турнирах за $10 тысяч в серии Super Millions на PokerRock. Здесь он умудрился показать ROI в размере 100%, в то время как в целом его показатель около 10%. Артур бросил учебу в университете, как только покер стал приносить доход. Совмещать грин с обучением Артур посчитал невозможным. В свое время отказался от партнерского контракта с Party Poker. Зато при попытке договориться о сотрудничестве с PokerRock получил отказ. Рум решил, что перспективный покерист пока не заработал достаточную популярность. Артур уверен, что обладает большим покерным талантом, поскольку ему легко дается определение необходимых подстроек в игре. Вкупе с хорошей памятью этот навык дает ему серьезное преимущество против большинства оппонентов. Самыми сложными соперниками, с которыми ему доводилось пересекаться за живыми столами, Артур считает швейцара Линуса Лёльгера и белоруса Никиту Бодяковского. Обучаясь игре в МТТ, Артур не обращался к тренерам. Его стратегия – результат самостоятельной работы. Мартиросян считает, что имеет повышенную психологическую устойчивость. Тильт для него крайне редкое состояние. Большинство дорогих турниров Артур играет, продавая доли. С одной стороны, это уменьшает призовые, с другой минимизирует собственные потери при неудачном исходе. Артур Мартиросян – живое свидетельство того, что при правильном подходе прорваться на вершину покерной иерархии можно и сегодня. Главное – мотивация и умение выстраивать работу над игрой. Что касается перспективы самого россиянина, то с поправкой на возраст вся его карьера еще впереди. Благодарим за просмотр, ставьте лайк, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И пишите в комментариях, о ком вы хотели узнать в следующих роликах. На канале уже есть биографии и других известных покеристов: Фила Айви, Никиты Бодяковского, Фила Хельмута, Али Мсировича и легендарного Дойла Брансона. Рекомендуем посмотреть, если пока этого не сделали. А на этом все. Пока-пока. С вами Академия Покера. Сегодня мы расскажем о человеке, который не задавал лишних вопросов, а просто взял и взлетел на, казалось бы, уже занятый старожилами покерный Олимп.